Всем привет, друзья! Вы на канале Power Device, и я подготовил для вас очередное интересное и полезное видео. Думаю, что вы, ваши родственники или друзья часто сталкиваются с такой проблемой, что вам звонят с неизвестного номера и предлагают какую-то услугу, либо вовсе пытаются вам внушить, что вашу карту взламывают и вам нужно изменить пароль, либо что-то подобное. Также, к примеру, мне часто звонят какие-то неизвестные номера и просто сбрасывают звонок. Все это можно решить, сейчас покажу, как это сделать. Яндекс выпустили и доработали свой определитель номера, который сейчас прекрасно работает. Здесь, друзья, стоит добавить про него сразу немаловажные вещи. Например, ваша звонилка абсолютно не изменится. Если вы пользуетесь Google звонилкой, то она также продолжит использоваться. При всем этом определитель от Яндекса не работает в фоне. Он начинает работать только тогда, когда вам кто-то звонит. То есть какого-то большого расхода батареи от этого не будет. Я это уже протестировал. Какой же принцип работы этого определителя номера? Например, на моем смартфоне Xiaomi, а этот определитель можно установить на любой Android смартфон, вы будете видеть обычный стандартный экран при звонках, который вы привыкли видеть. Но когда я открываю шторку, после примерно 2 секунд определяется номер, который вам звонит. Если это какие-то мошенники, звонок вообще блокируется, вы его даже не заметите. Если же, к примеру, звонит какая-то рекламная компания, которая хочет посоветовать вам услугу, то в виджете от Яндекса так и будет написано, что это рекламный звонок от такой-то компании. Как я сказал в начале видео, сейчас базы определителя номера от Яндекса пополнились. Они стали распознавать еще больше мошенников и так далее, и блокировать всякие ненужные звонки, которые вас отвлекают. Работает этот определитель абсолютно бесплатно. Сейчас быстро покажу, как его настроить. Ссылку на официальный Яндекс определитель я оставлю в описании под роликом. Также, друзья, когда вы его будете устанавливать по этой ссылке, вы поможете развитию моего канала Power Device, за что я вам буду очень благодарен. И в целом, друзья, я от себя рекомендую вам установить данный определитель, так как им сам пользуюсь, он реально работает и помогает. Итак, после установки заходим в приложение, нажимаем «Начать работу», при использовании приложения. Разрешить приложению записывать аудио – это нужно для того, чтобы работал ассистент Алиса, если, конечно, он вам нужен. Нажимаю при использовании приложения, потом, если что, ее можно будет отключить. Уведомления также разрешаем. Здесь спускаемся немного ниже и находим определитель номера. Нажимаем на него. Он будет работать как отдельное приложение. Но устанавливать уже ничего не нужно. Нажимаем «Включить». Появляется такое меню нашего Android смартфона. Здесь мы можем видеть, какой дополнительный определитель и защита от спама у нас включены. По умолчанию на моем Xiaomi определитель не включен. Скорее всего, у вас будет так же. Находим здесь Яндекс, ставим на нем галочку, включаем по умолчанию. Разрешаем приложению доступ к контактам, чтобы он мог определить ваши записанные номера от каких-то спам-звонков. Также нужно дать разрешение на управление звонками, чтобы он сам мог блокировать все ненужные звонки. Вы даже не будете их видеть. Чтобы Яндекс определял номера, ему могут понадобиться дополнительные разрешения. Но здесь, друзья, на своем Xiaomi я практически ничего не включаю дополнительного. По опыту скажу, что Xiaomi это требовательные смартфоны. Обычно на них нужно давать много разрешений, но здесь нужно только одно. В общем, пройдем в настройки. В поиске пишем поверх приложений, либо поверх других приложений. Это одно и то же. Заходим в этот раздел. Например, на смартфонах Realme, Oppo и OnePlus это делается точно так же. В поиске пишем поверх других приложений, заходим в этот же пункт. Здесь нам нужно найти приложение от Яндекс и установить на нем галочку. Поверх других приложений должно быть разрешено, чтобы при спам-звонках вы могли видеть виджет, который будет показывать вам, кто звонит. В принципе, основная настройка уже завершена, определителем от Яндекс можно пользоваться. Но также давайте в него зайдем и нажмем эту шестеренку, чтобы попасть в настройки. По умолчанию здесь уже включены все нужные настройки. Например, определять, кто звонил, галочка должна быть включена. Также, если не хотите, чтобы виджет вам показывал звонки из вашей адресной книги, можете поставить эту галочку. Тогда он будет вам показывать только спам-звонки. Идем ниже. Какие звонки блокировать?
По умолчанию здесь включена первая галочка – нежелательные звонки, то есть такие звонки от разных мошенников вообще не будут вам поступать, вы даже не будете их замечать. Я им пользуюсь только с одной первой включенной галочкой, но также можно включить и вторую, если вы этого хотите. Здесь уже будут блокироваться рекламные звонки из банков, микрофинансовых организаций и так далее. Третью я вам не рекомендую включать, так как могут поступать звонки, которые для вас будут важны, например, от вашего интернет-провайдера. Также на Xiaomi, если вам не нужен вот этот виджет, его можно отключить, но в принципе он удобен. Он показывает погоду, курс доллара и евро. Но если он вам не нужен, удержите на приложении «О приложении». Нужно зайти в уведомления и снять галочку «Разрешать постоянные уведомления». Но при звонках вы все еще будете видеть, кто вам звонит. Как я уже сказал, ссылку на скачивание официального приложения я оставлю внизу в описании под роликом. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Желаю всем качественных девайсов и правильных настроек. Пока-пока.